Вы должны молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, народ! Сегодня на обзоре у меня будет очень интересная штуковина. Не далее, как недавно, один комментатор написал мне такой вот комментарий, значит, под видео, где у меня был обзор блока питания сетевого для аккумуляторного инструмента, вот под контактную колодку Makita. Говорит, было бы хорошо, чтобы они все это впихнули в корпус аккумулятора и чтобы торчал просто провод. Вуаля! Такая вещь создана, и такая вещь сейчас перед вами. Туды я в качель. Приехала вот в такой вот коробчонке. Профессионал Power Tools. Вскрываем, смотрим и удивляемся, да? И вот такая вот, друзья, вещица. Так, давайте вынимать на стол. И здесь у нас какая-то есть бумаженция. Ну, на коробочке больше ничего нет, кроме ее размерности. А мы с вами посмотрим вот эту бумаженцию. Что у нас здесь сказано? Значит, переменка 220, в постоянку 20. Кому интересно, читайте. User мануал. Тут все дело на английском языке. Все дело я вам показал. Ну, а сейчас читаем у нас характеристики на нашей наклеечке. Значит, Heimerdinger, 20 вольт постоянки, конвертер. LB242. Made in, конечно же, China. Здесь у нас что написано? 220. Максимальный ток 40 ампер заявлено. Но я думаю, где-то ампер 50, наверное, вытянет. А может быть и нет, хотя могу сомневаться. Почему-то говорю, потому что 55 ампер было заявлено. Ну, вы представляете, на том моем большом блоке питания. А вытягивал он до отсечки 65 ампер. 800 ватт, 20 вольт. В принципе, вот. И вот такой вот у нас интересный, если отрезать провод, аккумулятор, да. Просто замечательный. Так, ну что ж, не тянем кота за хвост. Давайте-ка мы с вами все это дело подключим в розетку. Послушаем, как это работает. Кабель такой добротный, резиновый, мягенький, вообще обалденный. Не знаю, друзья, как будет работать на морозе. Ну вот, при комнатной температуре осенью, грубо говоря. А у нас где-то 22-23 градуса в комнате. Просто классный кабель. Так, и его здесь я вам сейчас примерно скажу. Примерно где-то порядка 2 метров даже этого кабеля. Может быть, метр... там 70, что-то в этом роде. Ну, классная длина, можно смело и спокойно работать. Так, главное, чтобы он не бабахнул. Включаем в розетку. И слышим, у нас внутри врубился вентилятор. Это у нас не отключаемое ничего. Не такой шумный, как большой. Ну и что ж, давайте смотреть, что он может. Все помните из моих обзоров данную воздуходувочку, которая потребляет ни много ни мало 40 ампер. Ну и погнали смотреть. На 40 амперах он не захлебнется, и это уже будет большой плюс, так как можно спокойно использовать, я бы сказал, с любыми гайковертами. Можно спокойно работать, спокойно с любыми болгарками, имеется в виду маленькими аккумуляторными, там и со всем остальным оборудованием. Так, подключаем. Страшно, блин. Оп, запустился наш ваттметр. Наверное, я ближе возьму. И вот, чтобы вам так было видно все это дело. Подключаем инструмент. И что, я опять сейчас свой софтбокс сдую? Наверное, буду дуть где-то на себя. Отодвину немножко софтбокс. И буду дуть за спину. Так, друзья. Итого у нас на борту 45-амперный блок питания и 40-амперная дуйка. Ну что ж, погнали смотреть. Вперед! Слушай, вообще шикарная вещица. Маленькая, легкая, удобная, отличная. Это замечательно, клянусь Богом. Ну и что мы с вами видели?
А мы с вами видели максимальный ток 43 ампера и максимальную мощность 855 ватт. Вот. А так он примерно, видите, потреблял порядка 41 ампера всю дорогу. И немножко перебарщивал заявление в 800 ватт, там, по-моему, 822 ватта, что-то в этом роде, видите. А пиковое было у нас 855. Шикарный блок питания. Внезапно заканчиваются аккумуляторы, вытягиваем с полочки вот такой вот блок питания, подключаем и дальше продолжаем работать. Так, а вот по напряжению я, конечно же, не видел падежа напряжения. Давайте мы еще разок все это дело посмотрим. И я посмотрю, как будет падать напряжение. И будет ли оно падать вообще. Так, вот так как-то сделаем. Видите, постоянно держит 20 вольт. Меняется. Ну что ж, погнали. Итого 42 ампера, 820 ватт и 19,6 вольта стояла как вкопанная. Вот этот вот блок питания. Народ, вот честно, просто мне он даже зашел. Просто супер. Значит, пойдем еще его помучаем на ток отсечки. Хотя фиг я, наверное, здесь замечу, на каком токе его обрубит. Вот, то есть, что хочу сделать. На болгарочку шлифовальный диск и прижать. Посмотреть, какой ток будет отсечки. Отсечки именно блока питания, я так понимаю. Если он вообще будет. А так, видите, 40 заявлено. Сколько там у нас? 43 было в пике, да? Опять же, 855 ватт. И 42 ампера он постоянно где-то показывает, потребляет от блока питания. Шикарно, просто шикарно. Давайте сравним, наверное. Я сейчас возьму аккумулятор шестерку ТПЦ. Сравним разницу по мощности. Вот шестерочка ТПЦ. Обрубаем. Подключаем. И сравним разницу вот на аккумуляторе по мощности и потоку. И, соответственно, уже будем видеть с этим блоком питания. Но, честно говоря, мне самому очень не хочется переводить аккумуляторный инструмент и привязывать его, опять же, друзья, к шнурку. Но в некоторых случаях будет просто незаменим. Так, погнали. Ну и вот что мы видим с аккумулятора, вот с данной шестерочки. Видите, мы слили с вами в пике 39,4 ампер часа, 721 ватт. А так показывало 600 там с копейками ватт. То есть большущая разница. Данный блок питания стабильно выдает 20 вольт, 19,6 при 40, сколько там, 2 амперах, да. Напряжение не проваливается, не падает и не теряется мощность. Респект вот этому вот блоку питания. Шумный в меру, отличный. Давайте мы его разберем, посмотрим, что там внутри. Раскрутил, вскрываем. Видим вот такую вот плату. К плате у нас подпаяны контакты выходные, есть какие-то там элементы защиты, я так понимаю. Вот такие вот мощные радиаторы, большущие кондеры. Даже страшно сюда, честно говоря, лезть, друзья, руками. Так, оплата у нас случайно не прикручена. Что-то не пускает. Кулер. Что-то не пускает. Не знаю что. Либо приклеено. Ага, есть один винт, я вижу, резьба которого приклеена прямо, видимо, к корпусу. Забыли сделать отливку и приклеили. Но это не точно. Сейчас откручу, посмотрим. Хоп.
Так, а второго винта я вроде как не наблюдаю. Ну, пробуем еще разок. Опа! Вот достали кишки. Смотрите, как все пропаяно. Каким толстым слоем шоколада. Все, как я говорю, замечательно. Надеюсь, вы все успели рассмотреть, друзья. Так, с этой стороны у нас, ну, я уже, в принципе, и показывал. Вот такой вот трансформатор. Смотрите, с какой обмоткой нехилой. То есть все как бы по фэншую. Кондеры на 400 вольт 180 микрофарад. Два, они, по-моему, в параллели. Да, они стоят в параллели. Ну да. Все как бы сделано добротно. И пайка, и все на свете. Так, по корпусу я говорю, что-то там приклеено. Не знаю, откуда этот клей натек. Но это все сухое. Видимо, клеем они этим заливали, компаундом, уже после сборки. В корпус бах, компаунд сюда-сюда. И, соответственно, он протек вниз корпуса. Стоят мощные выходные ключи на радиаторах. Ну, слушай, маленький такой, да, маленький инвертор. Подключай сюда сварку, наверное, и будешь варить. Просто замечательно. Прогресс идет вверх. Собираю, идем на болгарочку. Значит, народ, в эксперименте участвует мой подопытный тормозной диск, болгарка Patuo Pro с шлиф кругом, уже с тем, который я жег неоднократно. Собственно говоря, наш блок питания, который уже включен. Ну и видите вы наш прибор. Значит, друзья, сейчас я поставлю камеру на прибор. Сам, к сожалению, показаний я видеть не буду. Поэтому вся надежда на видео, как говорится, и на вас. Вы сами все увидите. Буду давить до отсечки. Значит, прикол в чем? Если у нас остановится болгарка, допустим, от нагрузки, и будет гореть наш прибор, следовательно, болгарку отсек ее же контроллер. Ну, а если потухнет сам прибор, значит, блок питания вошел в защиту. Ну что ж, погнали. Все, видите, блок питания сдох, вошел в защиту. Давайте еще разок посмотреть, на каком пределе. Буду давить мягко и плавно, чтобы хорошенько поймать этот момент. Вот, в принципе, и конец нашего эксперимента. Друзья, ток отсечки я не видел. Постараюсь этот кадр уловить на видео и прикрепить. На этом все. Всем пока, до новых встреч. Желаю, чтобы все